А это череп-дух Астарота для алтаря настоящим ведьмам, тем, кто проснулся, и тот, кто уже занимается магией. Этот череп делается мной только на растущую луну, заговаривается специально для своей будущей хозяйки в полнолунную ночь. У меня их только вообще очень ограниченное количество, практически нету, скажем так. И каждый череп я сделала отдельно, по одному на каждое полнолуние. И тут будет большая инструкция, как его использовать, что с ним делать. Тут лисья шерсть из лесной дикой лисы. Черный тмин в середине. Это тоже заливала на другую луну, девочки. Защита от негатива, зла, морока, от некронападок. Пчелиный подмор возле печати Астарота, как проводник ваших заклинаний, желаний, ритуальных приказов и просьб высшим демоническим силам. Астарот – это один из самых высокопоставленных демонов в адской иерархии, и наиболее подробное описание облика Астарота есть в Лемегетоне. В общем, девочки, это демон-союзник. Он описан как безобразный ангел, который восседает на адском драконе, который держит в правой руке гадюку. Это союзник, оберегающий дух ведьм. Он и только он. К этому набору идет малый пиковый факел и подморная свеча. Как их использовать, тоже есть в описании. Я вообще-то здесь не буду говорить, потому что это такая, знаете, секретная все-таки информация идет. И большая алтарная свеча. Это все создано для того, чтобы можно было создать себе вот такую ведьмовскую защиту. И как и что, это все будет написано в инструкции. И даже там будет такой призыв для того, чтобы он вам помогал. Их у меня только пару штук. Кое-что уже кому-то поехало. И вот у меня два, которые я здесь вам показываю. Пиковый факел, девочки, подморная свеча. Вот она. Все с пчелами, с подмором пчелиным. И вот такая вот большая красная алтарная свеча факел, 26 сантиметров она большая. Красный узел силы, я ее называю. И эта свеча создана для того, чтобы увеличить ведьмовскую силу. Если, к примеру, есть описание для того, как пиковый факел использовать, да, подморную свечу вы здесь к этому амулету, алтарному амулету, можете использовать как хотите. И красный узел силы, то есть алтарную свечу большую 26 сантиметров, которая тоже можете использовать как хотите, но инструментарий я даю в описании. Это, девочки, была сложная работа, очень сложная, скажем так. Заливалось это много дней, скажем так. И потом мне надо было еще заговаривать, потому что это все-таки печать Астарота. Видите, какой тут прекрасный подмор свеженький использован. Он прям пах, к сожалению. Вот когда он в ювелирной смоле, он перестает пахнуть, но все же, девочки, там все с запахами. Вот. Это я их выносила к дубу. Эти дубы, девочки, им больше 500 лет. Такое специальное место у меня на реке есть именно с дубами, которые садили люди. И они садили это таким большим треугольником. Это я, когда их заряжала, то решила еще и снять такое небольшое видео. Хотя я редко это снимаю. Так что кому хочется иметь на своем алтаре прекрасный череп Астарота. Печать специально я спрятала для того, чтобы никто не догадался, что это, да. И вы могли бы просто это поставить у себя на рабочем столе, либо дома на алтаре. Он будет вас защищать от всего, пока вы идете своим правильным ведьмовским путем, развиваетесь, слушаете, чтобы вам никто не мешал, никто не перебивал
вам вашу силу, потому что очень много таких всяких крадников есть. К ведьмам пристают, как ни странно, тоже вот эти вот крадники, которые пытаются их копировать, на себя переманивать их силу. Поэтому, девочки, Астарот — это супер. Супер магия, которая поможет вашей магии. Вот такие вот дела. Это моя лучшая работа, которую я очень сильно люблю. Это даже не просто такие вот ритуальные свечи, которые к одному какому-то конкретному ритуалу привязаны. Они, девочки, просто для ведьмы. Просто для ведьмы, которая любит быть ведьмой, не боится быть ведьмой. Возможно, где-то нету сил, пугается, не знает, куда идти и все остальное. Это помощники такие. Красный узел силы. Вот такая вот свеча, девочки. Все оно заряжено и заговорено было на дубах. Поэтому я тут и снимаю вам такое вот видео в дубах, девочки, на закате. Прекрасное такое время было. Это тут в этой свече секретные травы, девочки. Я их не говорю, какие я туда добавляла, но в принципе можно догадаться, если взять эту свечу в руки. Вот такие дела. Это, кстати, родовое место. Место рода девочки моего. Поэтому туда я с удовольствием хожу. Лисица, для чего она там? Шерсть лисицы, для чего там черный тмин, для чего там подмор. Все будет рассказано в такой вот мини-инструкции. Точнее, это не мини, а большая такая инструкция. И это будет не просто украшением, например, вашего стола. Это будет, девочки, вашим вторым лицом, вашим помощником в этом магическом мире. Еще я сюда вам положила мыльце. Я его недавно попросила мне сделать. И заодно кладу вам. Когда ведьма встала на свои два черных крыла, она начинает слышать неведомые звуки и слова. И этот мир становится больше, ее дальше ведет ее древний род. Она получает свои 9 жизней, а сзади нее бредет Астарот и защищает от уродов и их ужасных мыслей. Возьми череп и сделай свой аватар, пробуди свой вечный ведьмовский